Привет-привет! Меня зовут Людмила, и с вами Людмила Шпакова в потоке. Итак, мои дорогие, наш сегодняшний разбор называется так: кто он и для чего он пришел в вашу жизнь. У нас сегодня будет 3 позиции, выкладываю их перед вами. Пока, пожалуйста, загадывайте, да, на каждую позицию мужчину, ну не на каждую, да, на свою позицию, которую вы выбрали, но можете, в принципе, и на каждую загадать. Загадывайте, пожалуйста, мужчину, да, чье появление в вашей жизни кажется вам или странным, да, или, может быть, отношения с ним сложные, нетривиальные, да, и вам хотелось бы знать, а кто он для вас, для чего пришел этот человек в вашу конкретную жизнь. Значит, первоначально мы с вами сделаем сигнификацию, да, на ситуацию между вами. Что между вами происходит вообще? Что происходит сейчас? Есть ли эти отношения? Или это какое-то виртуальное нечто? Да? То есть вот мы определимся, и вы определитесь со своей позицией. И дальше мы посмотрим. Да? А посмотрим следующим образом. Сначала посмотрим, кто вы для этого человека, а потом посмотрим, кто он для вас, для чего он пришел, с какими уроками этот человек пришел в вашу жизнь. Уроками или подарками, Бог его знает, да? Итак, мы начинаем. Первая позиция, что между вами какой-то злобный, влюбленный мужчина. Влюбленный, но очень злой. Что между вами? Так, ну, сейчас я думаю, что между вами ничего, потому что очень сильно человек злится. Здесь даже его сторона показана более заинтересована, чем ваша. Потому что ощущение такое, что вы здесь мужчину соблазнили, вовлекли его в какое-то любовное взаимодействие, сказали ему о том, что вы влюблены, что он вам нравится и что вообще все между вами возможно, а потом слились в туман. Потому что он говорит, что вроде как вы пара, да, влюбленная пара, но только вы очень легкомысленны, и вам как будто бы все равно. А он влюбился по-настоящему, поэтому он зол на вашу легкомысленность. Забавно. Забавно. Значит, сейчас между вами, ну не то чтобы охлаждение, да, может быть принято какое-то решение о том, что нужно выходить из отношений. Вы могли принять, он мог принять это решение. Но сейчас между вами нет общения, потому что карты нам показывают человека, который сидит и мечтает о том, чтобы написать вам. Но ему то ли нельзя вам написать, то ли он сам для себя поставил такие ограничения, да, что я ей писать не буду. И вот этим вот неписанием, да, не общением человек хочет вам, ну, как бы продемонстрировать ваше легкомысленное отношение к вашим отношениям. Ну, вот так. Простите за тавтологию. Вот, значит, мужчина думает о вас, мечтает о вас, фантазирует о вас в одиночестве. То есть, когда он остается один, когда он ложится в постель перед сном, у него появляется свободное время для размышлений, он начинает о вас думать. И мысли эти, они весьма печальные. Мысли о том, что она тебе не достанется, это не твоя женщина, ты на что-то не имеешь права, она тебя вообще и не любила, да, это ты размечтался, дурачок. Вот что-то в этом роде. Вот, значит, при этом каждый из вас живет отдельной своей жизнью. Я не исключу, что присутствует четырехугольник, что он женат и вы замужем, или же вы просто оба достаточно обеспеченные люди. То есть здесь вы находитесь в девятке кубков, а он находится в десятке пентаклей. Да, это говорит о том, что и у него все с финансами хорошо, и у вас все с финансами достойно. Да? То есть есть своя зона комфорта, которая, в принципе,
позволяют чувствовать себя очень стабильно, чувствовать себя очень ам, хорошо наполненно, да, и комфортно в этой жизни. Вот, ну, общения не вижу. Вижу, что молодой человек очень сильно тоскует по вам, очень сильно злится, готовит какие-то слова на случай, если вы напишете. Вот, поэтому, если в ближайшее время намерены написать, пока потерпите, подождите, пусть он остынет, потому что он здесь намеревается чего-то такое вам высказать. Какая вы легкомысленная, и как вы себя так ведете, и что это такое, и, может быть, вы здесь бросали трубки или там уходили в молчанку, но вот он прям готовит тираду гневную, которую он вам намеревается высказать. Вот, значит, он прям хочет сказать, что я тебе тут не игрушка какая-то, которой ты собралась играть. Да что это такое? Я живой человек. Здесь намерения такие, вот. Но по сути, да, мужчина считает вас парой, мужчина считает, что он с вами, ну, во всяком случае, до вот этой ссоры был счастлив. Хорошо. Тихо. Да что ж такое-то? Давайте посмотрим тогда, кто вы для этого мужчины. Да? Вот кармически, кто вы для него. Нафига ему вас послали, да? Особенно в вашем случае это очень актуально. Сила, которая двигает его к реализации. То есть вы женщина, которая, первое, умеет создавать деньги. Вы можете их зарабатывать, вы можете придумывать новые пути зарабатывания денег. Ну и вы вообще такой вкусненький человек для денежек. Да? То есть есть люди, которые деньги к себе буквально вот примагничивают. Вы магнит для денег. Сами для себя и для него в том числе. Общаясь с вами, может быть, слушая какие-то ваши советы, этот человек стал более богатым. У него стала лучше получаться его работа, ему стали больше платить, или если он бизнесмен, да, то есть свой бизнес имеет, он стал больше зарабатывать. Но благодаря какой-то вашей мудрости, правильным советам, какому-то общению с вами, этот человек вышел на новый уровень. И вы еще человек, который, вы вообще идете по колесничему, да, то есть вы очень активный человек, вы двигаетесь вперед по жизни, вы вот прям постоянно находитесь в каком-то потоке событий и берете большой ложкой эти события, и вы очень много работаете. Вы вообще никогда не останавливаетесь. И поэтому, да, когда вы встретились, вот этот мужчина, он как будто бы посмотрел по-другому на то, как надо жить. Вы научили его двигаться по жизни как колесничий. Поэтому я и говорю, что вы даны ему как некая движущая сила, как человек, который учит его зарабатывать деньги или привлекать деньги в свою жизнь. Может быть, он без вас вообще был беден, да, а с вами в десятку пентаклей вышел. Вот, то есть у всех здесь будет, конечно же, по-разному, вас много, имейте в виду, но здесь вы для мужчины именно проводник в мир финансов. Именно человек, который привлекает деньги и учит их зарабатывать. Здесь нет каких-либо связей, да, с родом, с семьей, и поэтому вы этому человеку даны не для семьи. Может быть, для любви, но не для семьи, но даже для любви здесь не показано. Здесь показана страсть, активность и ваше постоянное стремление жить, достигать и быть первой. Как будто вы его учите быть лидером, вы его учите видеть цели и не видеть препятствий. Вот для чего ему даны вы, но не для семьи и
Ну, так и не увидела я, чтобы особо для любви. Да, для страсти, может быть. Ну, теперь самое интересное. Для чего он дан вам? Для чего он дан вам? Он вам дан для баланса мужского и женского. У вас очень много мужских энергий. Вы вся, может быть, трудоголик, достигатор, да, и у вас очень-очень много вот этих янских мужских энергий. А в нем много женских энергий. И он обидчивый, капризный, может быть, где-то инфантильный. Понимаете, как будто бы вас притянули друг к другу для того, чтобы немножечко залить вас в воды, понимаете, залить вас в чувства, для того, чтобы вы почувствовали женскую часть себя. Я бы сказала так. То есть человек пришел в вашу жизнь, чтобы сбалансировать вашу женскую энергию, чтобы ее вытащить, и чтобы вы почувствовали себя девочкой, а не мальчиком. Возможно, да, возможно, этот мужчина давал вам очень много нежности, ну, там, пока вы там не замолчали, не поругались, давал вам очень много нежности, очень много заботы, очень много каких-то таких, знаете, какой-то такой детской искренности, что ли, которую вы, возможно, воспринимаете как глупость. Да что ж такое-то? Только села, простите. Возможно, вы его вот эту доверчивость, искренность воспринимаете как глупость. Но на самом деле, да, все, что он делает, и вообще ваша встреча, да, она для того, чтобы вы осознали в себе женскую часть, иньскую, чтобы вы попробовали быть слабой, попробовали доверять, попробовали не давить, да, и в то же время, чтобы, ну вот учитывая ваше предназначение для него, да, наполнили этого мужчину янской энергией. То есть на самом деле мужчина действительно вас балансирует. Он забирает избыток мужской энергии и становится колесничим, а вы забираете избыток женской энергии и идете ну, в королеву хотя бы. Да, выходите из мужских энергий, вот, идете в королеву. Здесь, конечно, говорят о королеве кубков, да, в мягкую, нежную, принимающую королеву. Вот. Но по сути, да, по сути, здесь может быть абсолютно любая королева, потому что вам не хватает женских энергий. Мужчина дан для балансировки, для того, чтобы вы начали смотреть не под ноги, а вверх, потому что чаще всего в жизни вы смотрите на материю, вы смотрите под ноги. Ну, первое, чтобы не оступиться, не упасть, да, не сделать ошибки. А второе, чтобы все время что-то производить, что-то материальное, потому что в этом есть стабильность ваша. Вот. А он как бы пришел, не то чтобы он вас сам этим наградит, да, вы должны прийти к некому осознанию того, что мир состоит из энергии, что ресурс – это энергия, и что если вы научитесь ну, брать, скажем так, энергию из этого вселенского источника, вселенского ресурса, то и материя ваша никуда не денется. Вот так. Ну вот, баланс мужского и женского. А вас здесь хотели немножко оторвать от фундамента жизни. Не то, чтобы что-то забрать, нет. А вот научить мечтать, научить фантазировать,
может быть, где-то погружаться в иллюзии. Потому что, скорее всего, учитывая ваши вот эти, знаете, продуктивные очень энергии жизни, вы при помощи визуализации, при помощи погружения в фантазии можете формировать свою реальность. И поэтому вас вот как будто бы через него учат быть более легкой, более такой всей фантазийной и заходить в иллюзии, но при этом как бы оставаться еще и собой. Благодарю вас, единички. Двигаемся дальше. Двоечки. Что между вами? Была некая любовная история, были совместные планы, но сейчас элемент борьбы и затишья. Может быть, вы общаетесь с мужчиной, но общаетесь как-то, знаете, через силу. Мужчина здесь старается убежать от конфликта, который вы создаете, а вы постоянно хотите создать конфликт. Вы считаете, что человек перед вами виноват, и вы вправе его наказывать. Вы ждете какой-то высшей справедливости. Может быть, имеется в виду не какое-то прям наказание свыше, а вы хотите, чтобы человек до чего-то дотумкал, да, чтобы он что-то понял. Ты должен что-то понять, мой дорогой. Вот. Сколько можно жить во тьме? Отношения между вами были. И, ну, то есть я имею в виду такие тактильные и все то, что можно назвать отношениями. Но через время началась какая-то борьба друг с другом. Мужчина пытался вам доказать, что он прав, вы пытались продавить его. Здесь вы оба обладаете огненной и водной энергией одновременно. Кто-то из вас может быть скорпионом. Может быть, вы скорпион, он овен. Может быть, наоборот, вы овен, он скорпион. То есть здесь такая вот вообще гремучая смесь на самом деле, когда два вот таких, знаете, огненных человека, человека мстительных, человека как бы это так сказать, способных бороться, да, лидера, встретились друг к другу. То есть вот два лидера встретились, ну и, конечно, чего они? Они будут бороться за лидерство в паре, естественно. И мужчина априори считает, что лидером должен быть он. Но не тут-то было, да, ощущение такое, что вы можете больше, чем он, зарабатывать или больше, чем он иметь, и вы такая думаете, а что это, да, а с каких-то фигов он будет лидером в паре? Лидером буду я буду ему указывать, как ему жить. И началась ваша такая вселенская борьба. Здесь показано, что между вами то любовная любовь, мы любим друг друга, поцелуи, объятия, страстные абсолютно сексуальные отношения, то разругались, прям тут же в постели можете разругались, выясняли отношения долго, мужчина психанул, схватил одежду, убежал, хлопнув дверью. А вы такая спокойненько сидите на попе ровно, ждете, когда успокоится и придет. И он, в принципе, успокаивается и приходит. Здесь вы занимаете более сильную позицию, потому что мужчина, такое ощущение, вас больше заинтересован, чем вы в нем. Вы его все время наказываете, четвертуете, клянете, то есть вы все время здесь вот находитесь в этой карте справедливость, да, я лучше знаю, как будет лучше для тебя. Но он, несмотря на то, что он тоже достаточно сильный человек, он все-таки вам уступает. Борьба. Здесь отношения борьбы. Сейчас показано охлаждение, может быть, там
Мы ставим точку, больше никогда ничего не будет. Я согласен. Вот. Ну и потом через время все начинается снова. Кто вы для этого человека? Для чего вы явились в его жизнь? Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Хочется мне сказать всем этим зазнавшимся нарциссам. Значит, вы пришли в жизнь этого человека для того, чтобы он познал отказ, для того, чтобы он увидел себя в зеркало. Вы его зеркало, мои дорогие. Но вы такое черное зеркало, да? Черное зеркало, в котором видны очень сильно отрицательные черты самого этого мужчины. Ну, безусловно, вы такая вся ресурсная императрица-жрица, понятное дело. То есть вы обладаете и ресурсом, и тайными способностями, и выходом к тайным знаниям. То есть вы действительно очень-очень сильный и очень ресурсный человек. Этот мужчина в своей жизни всегда был сильнее женщины. Женщины, с которыми мы встречались, они все плакали от него, были зависимы от него, бежали за ним, просили его: вернись, вернись, Александр. Вот. Но он не обязательно будет Александром, да, просто какое имя идет, такое и произношу. Соответственно, они, значит, его все просили, они все кричали, они нуждались, а он где-то даже безжалостно женщин бросал, уничтожая их чувства и сердца. И вот, значит, высшие силы такие покумекали на заваленке и говорят: что-то Саня наш подоборзел малость, надо ему послать женщину, которая очень похожа на него, но еще круче, еще более крутая абьюзерша и нарциссиха. Но это я так немножко преувеличиваю, да? Вот, значит, и когда вы появились, он понял, да, ну, он оказался на месте тех женщин, которых он бросал, которыми он манипулировал, и он понял, каково это, все это чувствовать внутри себя. Поэтому вы ему даны для того, чтобы, ну, во-первых, вы ему кармически пришли, как некая ответочка, вы его бумеранг за то, что он делал ранее. Понимаете, да? То есть он с вами встретился для того, чтобы заплатить свои кармические долги кому-то. Вот, значит, вы с ним встретились, он оказался в более слабом положении, он с вами борется, но проходит вот те самые эмоции, которые он заставлял чувствовать других женщин до вас. Негативные эмоции, да, своей собственной слабости, своего собственного бессилия, невозможности что-либо сделать, потому что в ваших отношениях все решаете вы. И еще, знаете, такое ощущение, что вы можете не сделать выбор в его пользу, и тогда он вообще упадет на землю и начнет рыдать просто горючими слезами. Хорошо, для чего он дан вам? Для чего он дан вам? Вы долгое время не можете на что-то решиться очень серьезное.
Приносите жертву. Значит, приносите жертву, возможно, в своей семье. Если вы замужем, если у вас есть нелюбимый муж, или, допустим, муж, который превратился в друга, да, то есть перестал быть любимым, а превратился в хорошего друга, поддержку, но у вас не хватает страсти, у вас не хватает любви, вы все время чувствуете себя в неком вакууме, да, происходящего. Может быть, вы перестали ощущать жизнь, может быть, вы ничего не чувствуете, да, вот до момента встречи с этим мужчиной, о котором идет речь, ничего не чувствовали, потому что этот человек пришел для того, чтобы проводить вас в ваши страхи. То, чего вы боитесь, то, чего вы, может быть, боялись до встречи с ним, например, если вы замужем, вы боялись развестись, вы боялись бросить своего мужа, вы боялись сами оказаться в подвешенном положении, да, то этот человек, он пришел для того, чтобы как раз повести вас в ваши страхи. События или уже происходят, или будут происходить таким образом, да, что вы в эти страхи должны будете войти. А если вы боялись, например, там, поменять работу или переехать в другую страну, или еще что-то сделать, то вот как раз наличие вот этого мужчины, да, позволит вам войти в свои страхи. Вот он пришел только для того, чтобы вы вошли в свои страхи. И результатом будет обретение новой силы плюс новой духовности. А на самом деле человек пришел как некое завершение цикла в вашей жизни. То есть первое, после него вы должны будете пойти во что-то новое, ну или с ним вы должны будете пойти во что-то новое. И в то же время будет завершен какой-то предыдущий цикл вашей жизни. Как-то очень логично завершен и качественно. Через эту связь, через эти отношения, пусть такие сложные, конфликтные, вы через зависимость определенную, да, друг от друга, вы как будто бы обретаете свою новую духовность. Может быть, у вас откроются дополнительные способности. Может быть, вы, допустим, работали где-то в отделе кадров, да, а будете работать психологом, да, или тарологом, или каким-то творчеством заниматься. То есть здесь человек как переключатель. Он ведет вас в ваши страхи, в то, что вы боялись сделать в своей жизни, но очень хотели подсознательно. И через него идет некое новое начало в вашей жизни и логическое завершение старого цикла, да, уже пройденного вами цикла. Ну вот как-то так. Вот так сегодня нам все объясняют. Благодарю вас, мои хорошие двоечки. Двигаемся далее. Троечки. Что между вами? Общение при помощи СМС. Между вами общение на расстоянии, отношения могли быть, могли вообще не быть. Я имею в виду близкие тактильные отношения, да. Значит, но даже если они были, то сейчас все свелось к тому, что вы пишете друг другу. Вы пишете друг другу, вы постоянно притворяетесь. То есть ни этот мужчина не знает вас настоящую, ни вы не знаете его настоящего. И каждый из вас, да, вот по сути, верит в свою иллюзию. Он себе придумал вас, вы себе придумали его. Каждый что-то додумал, дорисовал и вот, значит, верит в эту иллюзию, испытывает притяжение к этой иллюзии.
А, Здесь, возможно, между вами какие-то разговоры достаточно низкочастотные, да, про притяжение, про, ну, всякие там эротические темы вы обсуждаете. Мужчина говорит вам о том, что хочет вас, о вашей сексуальности, о каких-то ваших формах, которые ему нравятся. Вот. И то ли вы знаете, что между вами ничего невозможно, то ли между вами сейчас невозможно, потому что вы находитесь на расстоянии друг от друга. Как будто бы вы оба, да, оба, с одной стороны, сожалеете, что это невозможно. Невозможно сейчас встреча, невозможно сейчас взаимодействие какое-то, да, реальное. Вот. С одной стороны, сожалеете, а с другой стороны, вы наоборот радуетесь тому, что вам не нужно как будто бы встречаться. У вас здесь какая-то виртуальная страсть, это не любовь, это страсть виртуальная. Вот. Вы чувствуете зависимость мужчины, он чувствует вашу зависимость. Вот. И вот здесь постоянно какие-то метания. То вы думаете, я делаю неправильно, нельзя, значит, влазить в такие отношения, надо заканчивать. А потом опять возвращаетесь в них, да, вроде как вы что-то закончили, потом опять ему написали. Вот. И он точно так же себя чувствует. Но здесь вот переписки, хотя они достаточно такие откровенные, я вижу, очень много желаний вызывают. Тоже то вы ругаетесь, то вы миритесь, то вам друг с другом очень хорошо, вы расходитесь все вот в таких дофаминовых ощущениях, да, после этого общения, то вы злитесь друг на друга. Вот здесь постоянно происходит какая-то такая, знаете, цикличная борьба, цикличные отношения, то хорошо, то плохо, то хорошо, но мы вот все время тянемся друг к другу. Хорошо, давайте смотреть, кто вы в жизни этого человека. Кто вы в жизни этого человека? Вы его тень, темная сторона проявленная. Очень интересно, знаете, как же нам тут с вами хотят эту всю историю объяснить. Этот мужчина живет очень стабильной, понятной для него жизнью. Значит, там, где он живет, все расставлено по своим местам. Завтра такой же, как сегодня, послезавтра такой же, как завтра. Ничего никогда не меняется, нет никаких всплесков. Внутри себя человек хочет любить, потому что ощущение, что он не любил в своей жизни. Может быть, он женат, его женили по каким-то традициям, да? Может быть, он принадлежит какому-то клану, где вот полагается жениться на своих, да? Ему подобрали невесту, женили, и вот он живет с ней всю жизнь, с этой женщиной. Такое ощущение, что он не любил, но у него очень серьезная потребность в любви. То есть внутри него рыцарь кубков, да, это человек, который хочет любить, хочет нравиться, хочет прожить какие-то такие, знаете, необычные для себя эмоции, не зациклены, во-первых, не привязанные к реальности, во-вторых, не зацикленные на деньгах, на материи, да, вот, значит, и вы, я даже не увидела, а сейчас вижу, что у меня здесь две карты лежат, да, вы пришли для того, чтобы вытащить этого кубкового рыцаря
и чтобы человек прожил вот эту свою тень, потому что он считает, что вот это его стремление к любви, вот это его стремление получать эмоции, он себя считает внутри очень слабым, а его воспитывали быть сильным. Его воспитывала мама, почему-то мне говорят, знаете, с позиции плакать нельзя, настоящие мужчины не плачут, я тебя бью, ну и хорошо, что я тебя бью, станешь только сильнее и мужественнее. Вот, то есть его воспитывали быть сильным, а внутри плачущий мальчишка. И вот этот мальчишка, он недополучил любви, он очень хочет нежности, любви, чего-то такого, знаете, чего не знаю сам. Хочу чего-то такого, чего не знаю сам. И он не знает, как попросить об этой любви. Он это все переводит в секс, в какие-то сексуальные моменты, да, а на самом деле ему хочется нежности, ему хочется, чтобы его выслушали, погладили по голове, прижали к своим коленочкам. Да? Вот, ему буквально хочется лечь на ваши коленочки, чтобы вы пошебуршились там у него в волосах, вместе посмотрели телевизор. Ему до этого секса, на самом деле, о котором вы там разговариваете постоянно, дела вообще нет. Ну, то есть ему хочется других вещей. И вы ему даны для того, чтобы вытащить эту тень, эту теневую, как он считает, да, она это не настоящая тень, то он ее считает таковой. Вот эту теневую, такую ранимую, хрупкую часть его души, да, чтобы вытащить ее и чтобы наш император, да, сформированный, встретился вот с этим вот маленьким недолюбленным мальчишкой внутри себя. Вы этому человеку даны, чтобы он познал любовь в проявлениях нежности, искренности и позволил себе быть слабым хоть когда-то. Хорошо. Для чего он дан вам? Для чего он дан вам? Для чего он дан вам? Человек пришел, чтобы вас зажечь. Вы как будто бы уже забыли о том, что вы женщина, вы как будто бы забыли о любви. Ну, может быть, вы уже зрелая женщина, да, как бы давным-давно это все было, давным-давно бегала на свидания, ухаживали за вами. И по сути, да, вы уже считали, что все, какой-то ваш женский век окончен, да. Вот здесь мужчина пришел для искры, для того, чтобы поджечь вас заново, да, чтобы вы почувствовали в себе первое свою привлекательность, свою сексуальность, то, что вы еще можете нравиться, чтобы вы понравились себе в зеркале, понимаете? Потому что, возможно, вы видите морщинки, возможно, вы видите жиринки, да, возраст, который зеркало очень хорошо демонстрирует. И человек этот, он, давая вам ощущение влюбленности, ощущение собственной желанности, дает вам вторую молодость. То есть вот этот человек, он пришел первое для того, чтобы вас заново поджечь, чтобы вы почувствовали энергию страсти, энергию влюбленности. И вследствие вот этого внутреннего горения, да, выделения гормонов в вашем организме, чтобы вы почувствовали молодость, да, еще раз прожили свою
молодость. Может быть, здесь мужчина значительно моложе вас. Вот. А, Я вам скажу так. Если этот человек из интернета, у вас не будет никакой встречи с ним, и у вас не будет никакого тактильного взаимодействия. Но одно то, что он пришел, включило в вас новые потоки, новые энергии. Вы стали задумываться о том, как вы живете, о том, что вы еще чего-то хотите в этой жизни. Может быть, у вас открылись какие-то магические способности, да, экстрасенсорное видение. То есть человек, включая в вас вот этот огонь страсти, огонь любви, он включил скрытые способности, вытащил скрытые резервы, о которых вы или не подозревали, или давным-давно позабыли уже. Вот, соответственно, он дан вам, чтобы вас заново зажечь, чтобы вы горели изнутри, чтобы вы ощущали себя желанной, любимой, чтобы вы прожили вторую молодость. Вот так. И, конечно, для кого-то здесь будет некое такое открытие способностей, распачковывание этих способностей. Может быть, вы увлеклись после этого эзотерикой, да, захотели себя как-то в этом проявить и увидеть. И вот для таких вещей пришел загаданный мужчина. Ну что, мои дорогие, я вас благодарю за ваше внимание. Такой получился сегодняшний разбор у нас с вами. И, как обычно, хочу вам пожелать встретить настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.